Таким образом вас заковали, и вам нужно от этого избавиться. Сейчас я покажу, как быстро избавиться от таких оков. Статус: сделай, пожалуйста, лайфхаки для выживания, и можно мне попасть в следующее видео. Михаил Удачливый написал. Я показываю вам комментарий подписчика, который напечатан на принтере Epson XP342. На самом деле это не принтер, а целая МФУ. То есть принтер, сканер и копир в одном устройстве. Прислали мне его из магазина с оригинальным названием originalom.net. Молодцы, ребята. Собственно, благодаря им я и решил ввести на канале новую традицию, показывать ваши комментарии с идеями для видео в начале каждого ролика. Принтер классный, мало того, что на нем можно печатать улетные фоточки, так он еще и коннектится с любым устройством по Wi-Fi. Я теперь печатаю фотографии прямо с телефона, также способен печатать фотки с флеш-карт. Дисплейчик тоже вносит свою лепту в устройство, облегчая эксплуатацию МФУ. Это не чипованный принтер, а значит, с расходниками проблем не будет. Краску можно хоть литрами покупать. Цены на это чудо у вас на экранах. В рублях 5500 рублей. Приятно, что с принтером сразу шли два комплекта фотобумаги формата А4 и 10×15. В общем, подробную информацию вы можете узнать по ссылке в описании к видео. А мы переходим к теме нашего ролика. Привет! Сегодня я покажу вам лайфхаки для выживания. И эти лайфхаки вам пригодятся не только в зомби-апокалипсис или в глухом лесу, когда вы боретесь за жизнь. Они также могут скрасить ваш простой пикник. И первый лайфхак, который я хочу вам показать, это как открыть банку консервы голыми руками. Ну, почти голыми. Для этого не нужно ее ковырять ножом или бить камнями сверху. Достаточно взять банку, найти любой камень в лесу, я взял кирпич, прислонить торец к банке и начать тереть. Кирпич силикатный, он очень сильно выкачивается в такую пыль. Пришлось очень долго тереть. Я думаю, с камнями, которые природные камни, дело пойдет гораздо быстрее. По-моему, все. Теперь нужно надавить на края банки. И посмотрим, получится или нет. Вот. Банка готова. Лайфхаку плюс, потому что он рабочий. Тест прошел. Следующая ситуация. Вы оказались закованы в такие пластиковые хомуты. Частенько такое бывает. Вы, допустим, надебоширили где-нибудь на пикнике, и ваш товарищ затянул вам хомутами руки, заклеил рот и кинул в багажник, чтобы вы не мешали отдыхать всей компании. Сейчас я покажу, как быстро избавиться от таких оков. Валера, затяни мне с одной стороны. Таким образом вас заковали, кинули в багажник, чтобы вы не мешали никому отдыхать, и вам нужно от этого избавиться. Для этого вам нужно развязать шнурки на своих ботинках. Полностью снимать не нужно, нужно всего лишь немного расшнуровать. Чем длиннее, тем проще вам будет работать. Продеваем один шнурок через хомуты ваши. Я помню, ты меня в детстве связывал и говорил, типа, развязывай, сейчас сам фильм ходил смотреть. И завязываем шнурки. Далее все, что нам нужно сделать, играть в игру в велосипед, как мы в детстве это делали. Ногами едем, опа, и я перетер. Все, абсолютно просто перетер хомут. Сейчас мы возьмем еще один и попробуем еще разочек сделать. И мы начинаем перетирать. Все готово. Таким образом можно избавиться от хомутов любой толщины, без разницы. Лайфхак рабочий, ставлю ему плюс. Видел я, значит, в интернете одну гифку, где мужики сделали из-за льда линзу и разожгли огонь. Сейчас я попробую сделать то же самое. На улице довольно тепло, поэтому лед хорошо точится. Порезался. Теперь нужно ладошками ее растопить и проверить, может ли она фокусировать луч света. Но тут получается даже сама структура льда, она неоднородная. Ну, получается, там есть трещины, воздушные пространства. Свет неправильно преломляется и не может сфокусироваться в одной точке. Поэтому, я думаю, этому лайфхаку можно поставить минус. Вряд ли вам получится развести костер. А нет, что-то греет, реально греет. Ну, согреть руки можно, но костер развести вряд ли получится.
В общем, минус этого лайфхака в том, что нужно обладать очень хорошими и прямыми руками, чтобы сделать нормальную линзу. Потому что если ты сделаешь кривую линзу, то луч света просто не будет фокусироваться. Во-вторых, это можно пораниться, пока ты ее будешь делать. И в-третьих, лед такой кристально чистый не везде можно найти. Плюс нужно хорошее солнце. Да и в принципе этот лайфхак работает только зимой. Гораздо проще взять шуруповерт, ветку, обтесать ее ножом, вставить шуруповерт, прислонить ветку к деревяшке и включить шуруповерт. И ждать, пока дерево нагреется и зажжет бумагу или мох, например. В лесу же постоянно с шуруповертом я хожу. Проверяем третий лайфхак. Допустим, такая ситуация. Вы едете на машине куда-нибудь там по проселочной дороге. У вас автомобиль заглох, вы пытались его много раз завести, аккумулятор тем самым высадили, у вас села батарейка на смартфоне, и вам нужно как-то вызвать спасателей, чтобы вас выручили. Но у вас в машине осталась, допустим, какая-нибудь крона или другая батарейка. Берем автомобильный ключ, приматываем его скотчем, вставляем один разъем в телефон, USB разъем в зарядку для прикуривателя и присоединяем устройство к кроне. Зарядка пошла. Ну все, мы спасены, теперь можем вызвать службу спасения. В общем, лайфхак рабочий. При помощи кроны, зарядки для прикуривателя, ключа автомобильного и кабеля для телефона вы можете вызвать себе службу спасения. Но минус этого лайфхака в том, что это очень-очень смоделированная ситуация, которая в жизни вряд ли когда-нибудь может произойти. Но мало ли, вдруг она кому-то поможет. И минус, и плюс этому лайфхаку. Следующий лайфхак заключается в том, что мы должны сделать фильтр для воды, чтобы из обычной грязной проточной сделать чистую, пригодную для питья воду. Для этого нам нужно набрать воду из какого-нибудь водоема. Я лично сделал это из снега. Вот она. Я сюда еще долил немного воды из-под крана и насыпал земли из горшочных цветов. И сейчас мы делаем следующее. Для этого нам понадобится тряпка. Отрезая приличный кусочек, берем этот кусочек и начинаем скручивать, чтобы получилась такая веревочка. Далее опускаем один конец веревки в нашу емкость с грязной водой, другой конец веревки в другую емкость с чистой водой. И размещаем их на разном уровне, чтобы та емкость, в которой уже есть вода, была выше пустой емкости. В идеале вода должна переливаться из верхней емкости в нижнюю, тем самым фильтруясь, пока она проходит через ткань. Но, к сожалению, за 1,5 часа ожидания в нижнюю баночку не упало ни одной капли. Разумеется, потом для вас я ускорю всю эту съемку, чтобы показать ее всего за несколько секунд. Итак, что мы имеем в этом лайфхаке? Чтобы хоть как-то вода проходила ниже по тряпочке, я постоянно ее вытаскивал и подрезал с этой стороны. Тряпочка в итоге за 1,5 часа промокла вот до этого уровня. На мой взгляд, это очень долго и очень муторный лайфхак. Гораздо проще намочить тряпку полностью в бутылке и после всего лишь навсего выжать воду сюда. В общем, за очень неэффективный способ я ставлю минус этому лайфхаку. И у меня такое подозрение, что блогеры, которые показывали этот лайфхак у себя в видео, они просто-напросто как-то там немного способствовали переливанию воды. Но в любом случае, даже если бы вода перелилась сюда вся полностью, я бы не стал это пить и вам бы не посоветовал. И секундочку, не переключайтесь. Если понравилось это видео, тогда я советую вам посмотреть новое видео на моем канале. Для этого кликайте на эту аннотацию слева и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Если вам понравилась идея для видео, тогда предлагайте свои идеи для лайфхаков, которые нужно протестировать.